Друзья, всем привет, с вами Ольга Старшая. Сегодня видео посвящается 3D-художникам, которые делают персонажей и, в частности, одежду для них. И для людей, которые при этом не очень понимают, как делаются выкройки. Почему выкройки в одежде выглядят вот примерно так, то есть какие-то странные выемки, вырезы, да, или какие-то странные выпуклости. Это, кстати, рукав. А не вот так вот, не подобным образом. Почему нельзя просто сделать вот такую Т-форму и сшить из этого майку? Или почему нельзя взять вот такой вот прямоугольничек, разрезать его посередине и получить из этого брюки? Вот. Ну или хотя бы вот так. Ну что, давайте разбираться. Так, давайте глянем, что у нас получилось там. Как выглядит-то вот это вот все счастье. Значит, все мы узнаем базовые формы, да. Это майка у нас. Я сейчас скрою вот это вот, чтобы она нам не мешала. Маечка состоит из следующих выкроек перед, да, вот он. Он отличается от задней части майки. Вроде бы, казалось бы, а чего она должна отличаться? Почему здесь глубже вырез, а здесь меньше? Почему здесь пройма рукава меньше, а здесь больше? И почему такие странные рукава? Почему они не делаются из просто прямоугольника? Да? Или вот брюки. Давайте скроем. Ну, пояс понятно, да? Но вот непонятно, почему задняя штанина делается больше, ну, очевидно, больше, чем передняя штанина. И почему здесь какие-то непонятные какие-то выступы, вот эти вот вырезы. Почему нельзя просто взять и пошить штаны из вот такой вот модификации. Давайте я сейчас все это грохну, и мы начнем разбираться, как это так это у нас получается. Попробуем сейчас пошить из вот этих вот выкроек. Да? Сейчас я возьму вот эту вот выкройку, расположу ее где-нибудь на аватаре. Как-нибудь так, да. Ctrl-K. Разморозим. И по классике, что бы мы сделали? Мы бы взяли бы, скопировали Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы сделать эту такую же штуку сзади. То есть взяли бы, да и сделали бы вот так вот штаны. И как бы мы их шили здесь и здесь, здесь и здесь. Спрячем точки. Здесь, здесь, здесь и здесь. И давайте посмотрим, что получится. Ну, как бы, вроде бы похоже на штаны, правильно? Но что-то они падают у нас. Ну, можно подумать, что пояса не хватает. Окей, давайте сделаем пояс. Чтобы у нас ничего не падало. Берем прямоугольничек. Давайте я его, знаете, как пошью. Сбоку, чтобы у нас один шов был. Чтобы у нас... Ой! Чтобы у нас шов был сбоку. И будем пришивать. Так. Сшиваем пояс. Да. Берем N инструмент. Это сшивание сегмента. Зажимаю Shift. Кстати. Вроде бы да. Да, все верно. По швам вроде все нормально распределилось. Пояс так примерно мы это сделали, да? Давайте-ка я скрою вот это вот. Я сейчас это деактивирую, чтобы пояс сначала пришить и посмотреть. Пояс слишком маленький. Ну, давайте мы его на глаз так типа сожмем. Чтобы мы хоть знали, слишком еще большой, вернее. Опа. Ну, уже вроде пояс держится, да? Давайте посмотрим, что с нашими штанами творится. Значит, опа. И что-то, пожалуй, в паху у нас не то происходит. Видите? Давайте детализацию увеличу до 5, чтобы прям видно было. И давайте кладовую сетку поставим. Так, у меня тут названия тканей такие странные, потому что я импортировала из библиотеки. Давайте-ка я на все навешу вот эту ткань и назовем ее
Ой, как фабрик. У нас гениальное название ткани будет. Вообще просто. Так, и квадовую сетку. Где у нас квадовая сетка? Чтобы мы видели. Так, вообще на всю квадовую сетку. Отлично. Все, смотрим. И что у нас получается? И как-то что-то не то. Согласны? Что-то как-то штанцы наши не так располагаются. Что-то у них тут вот не в порядке. Ну, казалось бы, может быть, их пошире нужно сделать. Ну, давайте поэкспериментируем. Сейчас бахнем сюда сантиметров 10 в эту сторону, да? И в эту сторону. Я не делала это зеркальной копией. Приходится вот теперь изгаляться все стороны настраивать. Ну, ладно. Тоже 10. Давайте, чтобы у нас этот не укатил куда далеко, я подморожу пояс. Так, и вот здесь вот тоже 10. И посмотрим, что получается. Опа. Ну, типа как бы получше стало. Ну, вроде как посвободнее все это. Сейчас распихаем. Так. Так, ну-ка давайте усилим, чтобы оно быстрее выпрямилось. Само себя не пересекало. Но в паху стало даже еще и хуже. Может быть, нам не хватает высоты. Давайте высоту настроим. Сантиметров 5 прибавим, например. И давайте уж мы так это сожмем пояс, чтобы он, ну, точно никуда не уезжал. Например, shrink weft поставим там 80 сжатия ткани. Опа. И что мы получаем? Да не то, чтобы прям что-то сильно улучшилось. Давайте вот это усиление убираем и смотрим. В паху как был какой-то бардак, так он и остался. То есть это не похоже, там, если вы хотите сделать штаны, ну, скажем так, 13 века, то, в принципе, в то время, наверное, так и шили эти штаны. А вот если вы все-таки хотите сделать современную какую-то одежду, то очевидно, что такой крой не подходит. Да? Я думаю, что ту же самую картину мы получим и с вот этой выкройкой, поэтому я ее удалю. А пока что оставим это. Давайте я это заморожу и попробуем, посмотрим, что у нас еще с майкой будет. Если мы вот ее будем делать вот такого вот, значит, плана. Давайте я ее расположу. Ой, это плохая идея, потому что у нас рукава пришиты. Ладно, хорошо. Давайте я просто ее расположу спереди. Так, нам нужно аватара в Т-позу поставить, иначе у нас рукава не сомкнутся. Так, давайте Т-позу найдем. Где поза-то? Так, где-то Т-поза была. Вот, Т-поза. Отлично. Тут ноги поехали. Ну, ничего страшного. Значит, как бы мы шили вот это вот? Давайте я уже сделаю симметричную. Она симметричная, окей. Ctrl-C, Ctrl-V. Копируем на спинку, делаем то же самое, да? Переворачиваем на 180 и ставим. Так, ставим это вот сюда. Так, пододвигаем. Давайте это все разморожу и сшиваем следующим образом. Мы должны оставить для горла эту... Давайте свободным сшиванием сошью. Значит, М не до конца. Где-нибудь там сантиметров на 30 я, допустим, сшиваю. И здесь то же самое. Оп. Поскольку это симметричная штука, она у нас сошьется и с другой стороны одинаково. А здесь просто вот так вот. Опа. И все. И давайте смотреть, что получается.
Ну, как бы вот. Ну, скажете, а чем не майка, чем плохо-то? Давайте ее посвободнее сделаем, что она у нас как-то слишком облегает. Где-то сантиметров на 7, что ли. Это ж рубашка, типа. Мгм. Так, теперь что? Ширина рукава вполне себе подходящая, да? Ну, можно ниже, вернее, это поменьше сделать, например, тоже сантиметров на 5. Так. А давайте поставим человека в позу, ну, как бы в более-менее естественную такую, как он будет себя вести в своем этом естественном виде. Так, это включено. Человечка выбираем, ставим. Поза. Все. И смотрим, как у нас это сейчас будет майка сидеть. И что ж мы с вами наблюдаем? Ну, какое-то странное поведение. Давайте я тоже particle distance уменьшу. Ну, вдруг, типа, это все из-за particle distance, и на самом деле при меньшем размере квада, типа, все будет лучше. Но ничего подобного. Посмотрите, что у нас происходит под мышками. И посмотрите, что у нас происходит в районе плеча. То есть, ну, очевидно, что рукав как-то себя странно ведет, да? То есть, какие-то бугры непонятные, что-то странное происходит. И вот здесь вот что-то такое. Ну, хорошо, допустим, мы догадались сделать здесь X. Сколько у нас было? 30 сантиметров, да? Окей. Допустим, мы здесь догадались сделать выемку. Там сантиметра 4. Это просто будет эволюция человека, который никогда не делал выкройки, если он догадается здесь сделать выемку. И поскольку это у нас что? Так, а где у нас шов? Ага, это я далеко улетела. А как? Так, ну-ка. Шов. Ага, у меня шов уехал. Окей. Все. Давайте посмотрим, что будет. Ну, вроде получше стало, да, горлышко? Но все равно что-то еще что-то не то. Что-то не так, особенно в районе плеча. Может быть, нам сделать такое же самое и здесь? Да, кстати, я не увеличила, что вот эту вот штуку. Давайте я сделаю Ctrl-C, Ctrl-V и перешьем, чтобы не переделывать заднюю стенку. Разворачиваем на 180. Размещаем. Пришиваем это сюда. Это свободным сшиванием сюда. Ну-ка. И все равно что-то пошло не так. То есть, если мы попытаемся натянуть как бы это спинку повыше, может быть, плечи слишком длинные, типа, давайте уменьшим, ну, то есть горло уменьшим. Ну, давайте сделаем, например, 40. Нет, 40 это много. Давайте 35, например. Так. То есть и здесь тоже. То есть удлиним рукав. 35. Ой, что это я сделал? Q. 35. И уменьшим ширину горла. И что мы получим? Ну как бы уже что-то, но все равно рукава это никак не исправляет. Вот здесь вот под мышками что-то происходит непонятное, да? Ну, то есть смысл понятен, что происходит, если мы делаем просто плоские выкройки из квадратиков. Теперь давайте разбираться, как получаются те самые выкройки со всякими вырезами и выступами странными. Будем отталкиваться от... Ну, давайте в штанах разбираться, например.
для начала. Потом на форме майки посмотрим. Потому что это базовые формы, из которых мы, собственно говоря, получаем все остальные формы. Майка и штаны. Ну, потому что юбку я не вижу смысла вам показывать. Юбка — это и правда кусок прямоугольной ткани на резинке. Самая базовая юбка. Так, значит, нам нужны штаны. Очевидно, что ноги — это похоже на цилиндрическую какую-то поверхность. То есть можно было бы предположить, что штанина должна выглядеть следующим образом. Берем какой-то размер, там, например, 50 сантиметров обхват ноги будет, да, и располагаем следующим образом. Shift-F. Значит, вот так вот. Вот это похоже на штанину, да? Похоже. То есть она облегает ногу. Окей. Как бы она у нас сшивалась? N и N. Сюда. Дальше. Давайте продублируем. Ctrl-D. Так, для того, чтобы у нас это все было жестким и никуда не улетало, давайте я сделаю жесткую ткань. Какую-нибудь. И чтобы это еще и не улетало с ноги, давайте я запиню, например, вот здесь и вот здесь. Вот у нас по бокам будут пины. Значит, ткань я настрою какую-нибудь Trimsco Leather, моя любимая. Так, сшиваем. Отлично. Вроде бы на ногах все устроилось прекрасно. Единственное, что, как по мне, так не хватает. Давайте я пины уберу по очереди. Так, вот здесь вот не хватает. Здесь уже на ноге, видите, ну, прям очень впритык все это. Значит, вот в этой части ноги нам не хватает ширины. Да? А вот в этой части ноги, где у нас голенище, у нас уже достаточно широкая штанина. Тогда что мы делаем? Мы по логике вещей расширяем вверх. Q в обе стороны, допустим, делаем 60. То есть делаем уже не прямоугольник, а трапецию. И что получаем? Вот теперь вроде бы штанина сидит на ноге прекрасно. Ой, у меня там пин. Надо его отпинить. Ладно. Давайте еще раз удалю вот это. Это размещу на ноге. Так, чтобы оно не слетало никуда. 60. Вот в этом месте тоже мало. Давайте больше сделаем. Q. Так, и мне не нравится, что это триангулированная сетка. Так, квад. Давайте сделаем Q. Пусть будет в обе стороны 70, допустим. Опа. Ну, типа, да. Все, ширина прекрасная. То есть с запасом даже, я бы сказала. Все. Здесь у нас все на месте. Дальше. Ну, какое тут можно сделать предположение? Очевидно, что сюда хочется залепить тот самый прямоугольник, который у нас и был. Давайте попробуем. И на задницу тоже. И для того, чтобы мы понимали, где у нас какая штанина, давайте условно X разделим это сначала напополам и проведем линию, чтобы мы знали вообще, где у нас что. Так, мы поняли, что штанина строится в виде трапеции чаще всего. Даже если она выглядит визуально прямой. Ну, типа, как будто бы это... Я сейчас хочу удлинить немножко, сантиметров на 5 штанину. Опа, да. Как будто бы... Да, ну, как будто бы это... Вот оно. Визуально кажется, что штанина не утолщается. Но на самом деле она на выкройке выглядит как трапеция. Давайте пробовать дальше. Что хочется сделать? Хочется как бы пришить пояс, да, чтобы это все на чем-то держалось. Давайте пришьем пояс. Сделаем его симметричным. Так, S.
будем делать половинку. Я не помню, сколько там была половинка одна. Наверное, сантиметров 40. И в высоту, например, 50. Ой, 5 сантиметров. Так. Квадровая сетка. Хотя, возможно, 40 это мало. Shift-Y. Ой. Alt-Y. И мы получили симметричную деталь. Так, как мы его размещаем? Пояс — самая простая деталь вообще. Какая только может быть. Так, давайте повыше. Сшиваем N сюда, сюда. Давайте это подморожу. Сшили. Все, на поясе у нас будет держаться штаны. Я не буду показывать художественный крой, типа, как тут делать разные выкройки, но я просто покажу базу, почему оно выглядит именно так. Что мы видим? Мы видим, что вот здесь вот, ну, как бы не хватает прямоугольника, да? На попе тоже не хватает прямоугольника. Ну, давайте как бы и пришьем, что ли, его. Ну, давайте мы, знаете, как сделаем? Я сейчас все делаю на глаз, но это ничего страшного. Давайте сделаю, наверное, 50. Вот. И будем исходить из того, что передний прямоугольник уже пришит к заднему или с margin. И мы просто обошьем его вокруг пояса. Так, давайте сделаю 20 сантиметров высотой. Квадровая сетка. И пришиваю его следующим образом. N. Нет, не сюда. N вот сюда, на эту сторону. И приколачиваю вот эту штучку. Так, не на рукав, а на бедро. Опа. Опа. Смотрите, что получилось. Вроде бы прекрасно. То есть получается, что сидит оно как надо. Можем побольше сделать, например. Пусть оно будет сантиметров не 50, а 50. Да пусть даже 60. Так. Нет, 60 это много. Поскольку мы тут макетом занимаемся по большей части. Хорошо, пусть будет 56. Угу. Хорошо. Давайте сделаем следующее. Нам нужно поставить здесь тоже центральную точку и провести вот эту линию. Значит, теперь очевидно, что нам нужно пришить вот эту часть вот к этой части. И делаем мы это следующим образом. То есть, смотрите, мы должны пришить вот эту часть вот к этой, но вот эта часть выступает. Тогда что получается? Давайте просто возьмем свободное сшивание и пришьем сюда, сюда и сюда. Давайте это разморожу. Опа. И вот у нас получилась штанина. Видали? Давайте продублируем это. Ctrl-D. На другую сторону. Так. И что еще мы можем сделать? Мы можем сшить вот эту часть и вот эту часть. Соответственно, вот это и вот это. Сзади и спереди. И что у нас получается? Давайте я создам какую-нибудь более простую ткань. Так, это у нас будет дефолт. Я думаю, что там дефолтная ткань. О, да. Чтобы у нас уже не было такой жесткости, мы просто посмотрим, что получается. И смотрите, что получается. Здесь, значит... Так, надо бы мне вот это приподнять. Так. Слишком низко падает. По всей видимости, у меня слишком короткие вот эти штанишки. Вот эта часть.
Давайте удлиним сантиметров на 5. Тогда мы сможем поднять пояс. И нам ничего за это не будет. Да. Угу. И пояс нужно сжать. Пусть будет 90. По вефту, да, по вефту. Так, я это приподниму. Опа. Пояс я заморожу. И давайте разбираться, что получается. Значит, если мы приставим вот эти два куска сюда, то у нас уже получается здесь какая-то странная выемка. Давайте я скрою аватар, Shift-A, да? Давайте я скрою одну из половинок, Shift-Q, и посмотрим, что получилось здесь. Смотрите. У нас как бы ноги расходятся из вот этой жопной части. Ну, то есть из бедер, да? Ну да. Нет, не из бедер. Из тазовых... Из таза. Вот тазовая часть человека, она цельный такой... если сверху посмотреть, какой-то сплющенной цилиндрической формы сама по себе. Из этой цилиндрической цельной формы выходят две цилиндрические формы на ноги. Они как бы раздваиваются. Поэтому вот здесь вот здесь идет цилиндр, а здесь этот цилиндр как бы не смыкается. То есть он должен здесь разорваться, чтобы вот появилось вот это вот место и пространство. Теперь давайте сформируем цельную штанину. Как бы мы это могли сделать? Возьмем, поставим здесь x 28, я помню, у нас ширина x, то есть делим 28. И что делаем? Мерджим вот эту линию, вот к этой линии. Делаем так, мердж. Опа. И у нас появилась цельная деталь. Видите? Вот она. Вот она, цельная деталь. Но как бы вот этот угол здесь весьма странен. Если вы понимаете, о чем я. Вот. Кроме того, если мы рассмотрим сейчас аватар, именно аватар, как он устроен, давайте, жалко, нельзя руки убрать, но давайте вот так вот приближу, покажу вам. Смотрите, если условно вот здесь вот идет линия, которая разделяет его ноги, попу и его таз, то вот эта часть, где попа, да, она более выступающая, нежели вот эта передняя часть. Ее как будто бы больше. Соответственно, заднюю часть штанины мы делаем больше. И больше мы ее делаем следующим образом. Где у нас задняя часть штанины? Shift-Q. Shift-C. Давайте я покажу все это. Так, это у нас вот эта половинка, да? Где у нас вот это зад? Получается, вот я точку поставила. И теперь нам видно, что вот здесь вот делается сантиметра где-то на 2 больше. Вот здесь. И когда мы смотрим на... Давайте я скрою. На аватара... вот так вот, кстати, видно, что вот попа выступает. И вот внутри штанина, да, вот в этой части, она тоже должна быть больше, потому что здесь как бы больше подворот, тоже сантиметра на 2. И мы вытаскиваем вот эту линию где-то сантиметра на 2. Опа. А может быть даже и на 3 иногда. Давайте еще один добавлю. В зависимости от фигуры. Давайте все покажу и посмотрим, что получилось. Так, уже посвободнее как-то штанцы развесились. Окей. Но все еще непонятен вот тот угол, который у нас образовался. Вот он, Shift-Q. Вот. То есть с какого фига у нас здесь угол? Ну, как бы странно, да? Хочется вот сделать вот это вот закругление, вот такое какое-то естественное закругление вот туда. Ну, так мы его и можем сделать следующим образом. Берем вот эту точку, берем вот этот инструмент, Edit Corner и до конца. И у нас получается закругление. Дальше делаем то же самое здесь. Edit Corner. Давай. И тоже закругление. Но закругление тут какое-то слабенькое получилось. Но в целом ок. Shift-C, все показать. B, что у нас тут? У нас тут не прошито вот сюда. Дошиваем вот это вот место, вот это вот место. И получаем
примерно то, что нужно, но не совсем то, что нужно. Как видите, так, Б. У меня вот здесь вот не дошито, и вот здесь не дошито. Опа. О, все. Теперь прошилось все как следует. И вот мы получили наши штаны. Вуаля. Дальше идут разные всякие модификации кривизны вот этой вот части, например. Можно сделать ее побольше, да, можно вообще точку убрать вот эту вот и сделать ее следующим образом. Вот просто Alt-C и сделать вот так, например. Здесь тоже, например, сделать вот так вот и тоже Alt-C просто закруглить следующим образом. Дальше. Вот это место и вот это место, оно по-хорошему должно быть всегда под 90 градусов. То есть вот здесь между вот этой штучкой, вот этим манипулятором, вот этой линией, да, и вот этим вот должно быть 90 градусов. Как этого добиться? Делаем Create Guideline Vertical. Нам нужна вот эта линия, не нужна. Нам нужна только вот эта линия. Берем вот эту кривую, берем вот этот ползунок и присобачиваем его по этой линии. И у нас получается здесь четкие 90 градусов. А вот эту точку можем тягать как хотим. В принципе, чтобы как-то тут кривую эту изобразить. Здесь то же самое. Делаем Create Guideline Vertical. Вот эта часть нам не нужна. Берем вот эту линию и вот этот вот гайдлайн по направляющей располагаем. Все, у нас получились четенькие 90 градусов. Давайте посмотрим, что это нам дает. Shift-Q. Давайте скроем аватар. Shift-A. И смотрим. Посмотрите на вот эту великолепную линию. Она же просто идеальная. Вообще. Вот таким вот образом мы делаем штаны. Дальше. Хотите сделать более зауженные штаны? Да, и вообще, давайте разрежем штанины. Так, Cut and Sew. Вернее, вот что. Нам не нужно вот здесь точка, нам нужно ее смерджить. Merge Points. Удаляем, чтобы у нас получилась одна линия. И просто делаем Cut and Sew. И у нас получаются отдельные штанины. Что еще важно знать? На попе, видите, здесь как будто бы штаны немного слазят с попы. Это потому, что, опять же, здесь у попы объем больше, и поэтому задние половинки обычно вот в этом месте делают повыше, чем передние. То есть где-то сантиметра на 2. Вот, давайте, а может и на 3. Давайте на 3 увеличу и посмотрим, что будет. Я сейчас это отморожу. Чуть-чуть приподниму. И, видите? Все, штаны расположились практически идеально. На попе все ровненько. Спереди тоже все ровненько. Вообще супер что. Хотим сделать штанины поуже, делаем поуже. Например, сделаем 20, только не в эту сторону, а в другую. Внутри укорачиваем Q. Здесь делаем, например, 25. Давайте посмотрим, что получилось. Единственное, что нужно следить за тем, чтобы вот эта линия, допустим, здесь 78, давайте я сделаю, пусть она будет 80 ровно. И вот эта линия Q, она тоже должна быть 80. То есть, когда мы разные вот эти всякие манипуляции здесь делаем, то мы можем профокапить вот этот момент. Дальше можно еще здесь всякие изгибы делать, чтобы получше закруглить или резинки, или что хотите. Ну, в общем, базовая выкройка штанов строится следующим образом, как я вам показала. Давайте разбираться с футболкой, почему у нее такая странная выкройка, и на основе футболки вы поймете, как строить платья, рубашки, свитера и подобные вещи. Давайте это заморожу. Ctrl-K. Возвращаем нашего аватара. И
с чего бы мы начинали, если бы мы не знали ничего о выкройках? Нам тоже кажется, что нам нужно сделать просто прямоугольничек. Ну, давайте попробуем сделать. Допустим, мы бы исходили из того, что мы сделаем прямоугольник без рукавов для начала, да? Запас сделаем. Допустим, 64. Так, нет, это высота. 60 высота и ширина пусть будет 25. Окей? Дальше. Делаем симметричную Alt-Y. Симметричную копию. И как бы мы сшивали ее. Сейчас я сделаю квадровая сетка. Так, Ctrl-C, Ctrl-V. Спереди поместили, сзади повернули. Shift-F. Давайте я размещу так. О, отлично. И вот эту по вот этой линии. Отлично. Мы такие себе думаем. Так, нам нужен разрез для... Значит, вырез для плечей. Ой, для шеи. Допустим, намечаем тут 8 сантиметров отсюда, да, и здесь то же самое. Допустим, 8 сантиметров. Окей. И такие сшиваем плечи. Оп, сшили. И смотрим, что получилось. О, что-то получилось, но что-то странное. Потому что, во-первых, опять же, что-то на горле не сходится, да, вот эти вот какие-то торчащие штуки. Давайте попробуем опустить просто сантиметров где-то на 8. Это же перед у нас. Да, вот, горло, да. А здесь мы не будем опускать на 8, потому что, как вы видите, если мы посмотрим сбоку на аватара, то у него вот эта точка, она гораздо ниже, чем вот здесь вот должен был быть бы изгиб. Поэтому здесь опускаем сантиметра на 4, не больше. Опа. Вот. И уже как бы появился какой-то вырез для горла. Прекрасно. Теперь осталось его окультурить. Alt-C. Делаем аркой этот проем. Единственное, что нужно следить за тем, чтобы вот этот манипулятор был параллелен оси X. Для этого делаем guideline. Да. Так, C. И вот это вот выставляем параллельно вот этому гайдлайну. Это важно. Чтобы не было вот здесь вот клюва. Чтобы было хорошее сопряжение. Итак, смотрим, что у нас сзади. А сзади у нас прекрасное горлышко. Как вам? Просто великолепно. Давайте повторим успех спереди. Я бы, наверное, горлышко еще немножко опустила на, может быть, сантиметр. И уже как бы, да, вот здесь сделала бы то же самое. То есть здесь нам важно сделать то же самое. Guideline, parallel to X, C. Делаем параллельно вот этой вот, укладываем guideline, удаляем guideline и вуаля! Но посмотрите, что происходит с плечами. Они как будто бы, как, ну, на футболку не похожи, да? Очевидно, что здесь как будто бы лишняя ткань. Что с ней делать? Ее надо куда-то прятать. Куда мы ее будем прятать? Ну вот хочется взять ножницы, да, и так это раз, чик, и вот здесь вот чик, и отчекрыжить. Ну, для этого нам достаточно просто, ну как отчекрыжить? Смотрите, хочется сделать вот так вот взять, например, линию, да, и вот этот кусок, это я так условно говорю, похоже, да, на плечевую линию. Вот этот вот кусок отчекрыжить. Давайте так и поступим, но только мы не будем резать, а мы возьмем вот эти точки и просто опустим где-то сантиметров на 4. Так, визуально. И сошьем. Опа! Смотрите, что происходит. Уже майка наша ложится на плечи. Давайте посмотрим сверху. Нам на этой высоте плохо будет видно, но... Значит, что получается? Если мы... Так, это уже тонкости. Ладно, давайте не буду тонкости рассказывать про построение плечевой линии. Просто расскажу, что нам, поскольку плечи у нас не параллельны земле, да, а они под каким-то углом,
то нам нужно вот эту вот линию плечевую обязательно опускать. Даже на сантиметр еще, наверное, опущу. Да, вот, оно прилегло получше. Дальше, какой бы логикой мы руководствовались? Нам нужно, типа, сшить вот здесь вот. Давайте сошьем свободное сшивание. Ну, естественно, нам не до конца нужно сшивать, а где-то там сантиметров на 33, да? И вот здесь то же самое. Опа. И давайте посмотрим, что получается. И получается у нас какая-то беда под мышками. Смотрите, видите, какое-то натяжение странное. Из чего бы оно вдруг так получилось? Непонятно. Давайте попробуем нарисовать прямо на одежде, прямо в 3D-окне. Как бы хотел... Вот хочется почему-то, вот знаете, провести вот так вот линию. С Ctrl зажму. Вот так вот, да. Куда-то сюда ее. Так. И вот здесь вот то же самое, смотрите, вот здесь вот хочется взять вот от этой точки, как-то провести линию, вот с Ctrl зажать и где-то там ее, вот здесь где-то ее и закончить. Так. И вот эту вот часть почему-то хочется отрезать, чтобы она как будто бы тут не мешала. Давайте так и сделаем. Для начала просто сведем линию вот сюда. Вот, видите, что происходит? Вот давайте я вот это вот вырежу. Кат. И посмотрим, что у нас тут происходит такое. Опа. А вот и плечи нарисовались. Давайте лишние куски поудаляем, которые нам не нужны. И вроде уже что-то начало происходить. Ну, не совсем то, что надо. Во-первых, вот здесь вот клюв, да? А вот здесь что-то недостаточно все равно, какое-то натяжение есть. А такого быть не должно. Значит, по какой логике мы действуем? Давайте я сейчас назад верну эти куски. Как все-таки объяснить то, что мы делали? Давайте я сделаю следующее. X. Где у нас тут? Шоу заканчивается B. 33. Ага, X. Значит, ставлю здесь точечку. Здесь тоже. Отмеряю я, значит, здесь линию. И здесь. Так. И давайте я сделаю следующее. Я просто это отрежу. Так. И кат отрежу. Значит, что у нас будет? У нас вот эта часть будет отдельно. Я ее сейчас пока заморожу. А вот это отдельно. Давайте я на нее задам жесткий пресет. Опа. Вот, видите, у нас снова, опять же, торс. Это как бы цилиндрическая форма. Так, давайте его расположим. И давайте посмотрим, как ведет себя верхняя часть майки, если ее не сшивать друг с другом в боках. Так, ну, думаю, что это нормально. Это я заморожу, а верхняя часть майки, она у нас прошита только по плечам. Я разморожу, и что у нас, значит, происходит? Как она себя ведет? Смотрите. Сейчас я ее вытащу. Так, что-то у меня здесь... Опа. Так. Угу. А тут что? Да я, наверное, куда-то ее слишком уже укатила. Значит, здесь цилиндрическая часть, да, и она вполне себе благополучно обнимает нашу фигуру. Так, дайте-ка я это разморожу и заморожу. А вот эта часть, она хочет как бы быть, ну, не там, где она находилась. Нам нужно, нам как бы нужно пространство для рукавов. Давайте вот так вот сделаем. Следующим образом, смотрите. Я, например, отложу здесь вот линию, да, и я ее отрежу. Cut. Ну, Z. Cut. Удаляем лишнее. И вот уже силуэт нашей майки. То есть она уже как бы похожа на то, что надо. Она не висит здесь лишними кусками какими-то, да, и давайте мы ее назад и пришьем.
Только я сделаю ровный край какой-то. Q, например, пусть она будет 18. В другую сторону. Ну, или 19. Ну, или даже 20. Бог с ним. Пусть она будет пошире. Окей. Значит, я ее пришью следующим образом сюда, как и со штанами мы делали. И вот сюда. Опа. И смотрите, что происходит. Она великолепно сюда легла. Делаем здесь то же самое. Здесь было 25, делаем 20. Так. То есть, ну, как будто бы мы обрезали ее. Теперь пришиваем вот это сюда, а вот это сюда. А что происходит вообще? Что-то я не туда шов. У меня пришился. Вот, все. Давайте посмотрим. Заодно вот этим можно дать уже обычную ткань и разморозить. Давайте глянем, что получилось. Вот, видите, теперь у нас майка ведет себя более естественным образом. Она сейчас, у нее есть пройма для рукава, и она прекрасно обнимает торс. Давайте смержим X. Выставляю здесь, значит, 20. Делю. И мерджу вот эту часть вот с этой, чтобы она была не пришита, а уже цельная. Здесь делаю то же самое. X. 20. И мерджу вот эту часть к этой. И вот мы получаем уже какое-то интересное подобие выкройки майки. Ту, которую нам нужно. Но нас опять же не устраивают вот эти углы, их хочется скруглить. Как мы будем их скруглять? Мы берем вот эту линию, немножко поднимаем, а вот это вот просто инструментом арка, вот она, да, выгибаем. Что нам важно сделать здесь? Здесь у нас тоже должен быть прямой угол 90 градусов. Это важно. Между вот этой вот линией... я практически на глаз ее сделала. Ну, вообще. Между вот этой вот линией, вот этой линией и вот этим вот манипулятором у нас должно быть 90 градусов. И посмотрите, что получается. Вот у нас получился окат рукава. Если нам кажется, что окат не глубокий и нам хочется глубже, мы можем просто сдвинуть вот эту точку где-то на сантиметр, например. Опа. И у нас уже окат расширился. Дальше, если нам хочется сделать более выемку, более углубленную, мы вот этим ползунком ее просто увеличиваем. Вот. И она стала более углубленная. Хотя я не вижу смысла, зачем это делать. Но мне хочется еще что-то подвинуть вот сюда. Вот так вот. Да, и, кстати, вот здесь вот тоже должен быть прямой угол. Значит, я потом покажу, почему это важно. Но пока что просто поверьте. Делаем вертикал. И вот эта точка, кстати, должна быть на вот этой вот направляйке. Тогда у нас будет здесь вертикальный угол. Так, окей. Здесь то же самое. Давайте сделаем, проверим вертикал. Нам нужно, чтобы вот эта точка была на вот этой линии. Так, мы здесь соблюли 90 градусов. Теперь мы можем сюда ее как-то приподнять, а здесь Alt-C сделать вот это вот закругление. Опа. И что у нас получается? И здесь у нас получился окат рукава. Прям то, что нам нужно. Теперь, почему нам важны вот эти 90 градусов? Потому что если мы посмотрим вот сверху, то у нас здесь, в этих деталях, идеальное сопряжение. Просто идеальное. Но если бы мы сделали, например, давайте я вот так вот заеду, допустим, мы не соблюдали бы эти 90 градусов, у нас бы был вот здесь вот клюв. Понимаете? То же самое вот здесь вот. Но я сейчас не буду показывать уже здесь на примере вот этого вот. Тут тоже должно быть 90 градусов между вот этой частью и вот этим ползунком. Это важно, это сопряжение линий, чтобы вот здесь вот было все четенько.
Так, что дальше? Если мы посмотрим на футболку, то визуально обычно заднюю часть делают на сантиметр или 2 шире. Я сделаю на сантиметр шире, чем переднюю, чтобы чуть-чуть сместить визуально вперед вот эту линию. То же самое с плечами. Плечи, чтобы спинку не тянуло все время назад, да, и вот, кстати, вот что это получается. Смотрите, видите, у нас как бы шов идет не посередине. Визуально он чуть-чуть смещен назад. Для этих целей спинку, вообще, вот эту вот часть, делают выше сантиметра на 2, чем переднюю полочку. И что у нас получается? Опа! И шов сместился вперед. Ничего назад у нас не оттаскивает. Да? Все на месте. Все идеал. Единственное, что вот здесь вот у нас не хватает, по всей видимости, угла раствора. Ну, ладно, я не буду уже в такие угол плечей, короче, слишком большой. Я не буду уже в такие подробности вдаваться, просто показываю сейчас, как строится. И переходим к самому интересному, это рукава. Давайте для красоты сделаем какие-нибудь ровные числа, чтобы мое ОКР не умерло во время этого. Так, вот здесь у нас что-то случилось. Съехала. Вертикали нету. Ой, это... Вернее, 90 градусов улетело. Так, сделаю сейчас какие-нибудь красивые числа, чтобы потом можно было на них ориентироваться. Допустим, 14, да? Здесь 14, 14, 28. Отлично. Здесь пусть будет тоже... Ух ты ж, 14. И... С. Давайте, что у нас тут? Ну, пусть будет... Наверное, это слишком... Не, давайте я сделаю поменьше. 11,5, допустим. Вот этот ползунок должен продолжаться вдоль вот этой линии. Тут тоже нужно направляйку ставить и по направляйке делать. Так, уберем базовые все линии. Так, посмотрим, что получилось. Хороший окат. Мне, в принципе, нравится. Теперь сочиняем рукава. По логике вещей мы бы делали как со штанами. Берем просто квадрат, ну, вернее, прямоугольник сантиметров... Так, кодовая сетка. Сантиметров сколько? Где-то 40, например. И нацепили бы его Shift-F вот сюда, да? Сшили бы вместе N сюда. Опа. И высота, конечно же, большая. Давайте сделаем сантиметров. Пусть будет 15, может быть. Ну да, окей, 15 подходит. Давайте пока заморожу это. И что у нас происходит? Вот мы когда уже расположили рукав, да, вот здесь. Кстати, он, наверное, слишком узенький. Сколько у меня тут? 40. Давайте сделаем 40. Хочу я сделать 44, наверное. Так. Давайте я закину сюда жесткую пока. Опа, прошили. Вот, мы уже можем наблюдать, что когда он стоит вроде бы на месте, да, но вот здесь, если посмотреть прямо, ему как будто бы не хватает куска ткани. То есть вот здесь все хорошо, он прекрасно находится в нужном положении, его, ну, то есть он хорошо обрамляет руку, все с ним прекрасно, но все равно почему-то не хватает вот здесь куска ткани. Как будто бы этот кусок ткани должен быть каким-то треугольником. Давайте исходить из того, что это должен быть треугольник. Нарисуем треугольник. Берем, делаем здесь, например, точечку, да, и вытаскиваем отсюда
сантиметров на сколько? На где-то 12. Да. Треугольную такую часть. Давайте я еще раз дам жесткую ткань. Просимулирую. Опа. Все, смотрите. Наклон правильный, да? Все с ним тут прекрасно. Но первое. Клюв смотрит не в шов. То есть нам его нужно сместить. На сантиметра 2, наверное. Давайте я так вот сделаю. Поскольку мы увеличивали спинку на 2 сантиметра. Это раз. Второе. Просто как бы вот этот вот ровный срез, он себя как-то странно ведет. То есть мы в разрезе, например, если вот мы скроем вот аватара, скроем вот эту часть руки и смотрим, что получается. Он выглядит в проекции как-то не совсем так, как надо. То есть нам что-то не хватает здесь. Во-первых, что нам не хватает? Давайте все покажу. Shift-A, Shift-C. Значит, когда мы... Давайте я сделаю Ctrl-D. И я его оттарабаню куда-нибудь подальше. И еще раз покажу. Значит, смотрите. Вот здесь вот в этом месте у нас соединяется все под каким-то странным углом. А должно соединяться вот так вот ровненько, четенько, как у нас на майке получается. Видите, вот здесь вот. Та же самая история. То есть мы полагаем, что вот здесь вот тоже должно быть 90 градусов. Давайте возьмем арку и попробуем настроить эти 90 градусов вот здесь. Так. Только здесь пока. Так, визуально примерно. И что получится? Так, давайте смотреть. О, смотрите. Вот здесь в районе шва получилась гладкая линия. Прекрасно. Это уже на что-то похоже. А вот здесь вот, в районе плеча, получился какой-то клин, который нам совершенно не нужен. Потому что здесь у нас тоже должна быть ровная линия. Но в данном случае мы должны сделать выступ в другую сторону. Опа. То есть вот так. Давайте parallel to X. И мы должны выставить его по X. Эту линию тоже по X. Вот так. И смотрите, что получается. Вот здесь вот линия плеча округлая. Вот здесь вот линия под мышкой округлая. Уже практически то, что надо. А что еще получается? Как бы теперь нам осталось сделать... Давайте я этот рукав удалю, потом еще раз сдублирую. Теперь нам осталось сделать сопряжение, вот, чтобы вот эти линии совпадали вот с этой частью. Потому что мы будем пришивать следующим образом. Значит, пришиваем сюда и сюда. Но у нас не совпадают швы. Здесь 24, а здесь 25,5. И это вызовет натяжение. А вот эту линию мы пришиваем сюда и сюда. И у нас здесь тоже не совпадают швы. Здесь должно быть 28, а у нас тут чутка не хватает. Давайте как-то это подрыхтуем. Попробуем что-то натянуть. Если получится, то получится. Не получится, скорее всего, придется расширить. Мы не можем сильно эту волну делать гипертрофированной либо в этой части, либо в этой части. Она должна быть более-менее равномерная. Нам не хватает тут 0,02 каких-то, да? Давайте я попробую отодвинуть и посмотрим. Так, 0,02 это мало, допустим, 0,03. Ну, практически. Осталось буквально чуточку подрихтовать С. Так. О, 28. Четенько. Все, линия красивая. Значит, здесь должно быть... Здесь 25,5, а у нас здесь 24 не хватает, да? Но у нас здесь не хватает изгиба. Вот здесь вот 24, 30. Так.
уже более-менее нормальный изгиб. Давайте попробуем подвигать вот эту часть. Так, 24,5 нам нужно, наверное, на 0,2, на 0,3, на... Короче, на 25 сейчас утащим. Так, С. Опа. Все, четко, 24,5. Сверяем швы. Выделяем 24,5. 25,5, ребята, не хватает сантиметра. Хорошо, вытаскиваем на сантиметр. О, даже больше, чем на сантиметр. 25,5, четко. Б. Сверяем. 25,5. Давайте прошьем и посмотрим. Боже, это прекрасно. Оно встало куда надо. Давайте сдублируем Ctrl-D. Так. Ctrl-K. Все. Практически идеал. Единственное, что у меня сейчас рукава, походу, не та ткань. Да, вот она. Теперь смотрите. Как бы рукава лежат хорошо, но внизу они, скажем так, широковатые. Давайте мы их заузим. Делаем Q в обе стороны. И сантиметров 36, может быть. Окей. Сшиваем. Вуаля. Получилось то, что нужно. Практически то, что нужно. Единственное, что сейчас происходит, у нас из-за того, что здесь произошел скос, вот здесь вот не 90 градусов. Как бы нам это порешать? Значит, берем инструмент арка, Alt-C, и сгибаем, и вот здесь вот настраиваем те самые 90 градусов. Vertical, C, поднимаем сюда. Здесь делаем то же самое. Z, create get line vertical, C. И у нас здесь получилось ровно 90 градусов. Посмотрите, какое офигенное, классное сопряжение. Опа. Все. Футболка, базовая форма готова. Так, что у нас вообще здесь? Давайте очистим гайдлайны. Так, я не знаю клавишу, чтобы очистить все гайдлайны. Ну, пофигу. Базовая форма готова. Что теперь можем делать? Можем расширять, например, горлышко. Как расширять горлышко? Мне вот оно кажется узким. Я хочу, чтобы вот эта плечевая линия была где-то сантиметров 16. Окей. Дальше делаю то же самое здесь. Q 16. Окей. Дальше настраиваем сопряжение. Помним, что у нас должны быть вертикали. Не вертикали, а в смысле эти 90-градусные... как их? Короче, вы поняли. Так, и здесь... C. Не помню, что тут надо. Давайте так. Угу. Нет, слишком квадратная. Так, ну как, create guideline vertical, C. Ну, практически. Да, вот, наверное, вот так вот нам нужно расширить ее. До 14. Окей. Поскольку это симметричная деталь, то нам нужно только с одного боку это сделать. А теперь мне нравится, что здесь заквадраченная какая-то линия. Я ее приберу, наверное, здесь. А может быть, дело не в этом, а в том, что нужно все-таки ее поднять на сантиметр. Так. И С. Нет, наверное, нужно... Сейчас Shift... Блин, он же... Так, а здесь, наоборот, расширить.
Ну, как-то так, да. И у нас получилось идеальное сопряжение со всех сторон. Нету нигде никаких клювов. И вот наша базовая форма. Дальше с этой базовой формой вы можете делать, что хотите. Хотите, разрезайте, делайте куртки. Хотите, я не знаю, приталиваете, делаете приталенную эту всю историю. Хотите, уменьшаете вот эту пройму, делаете узкие рукава. И, в общем, вот это ваша база, с которой вы работаете. Дайте-ка я все это выровняю. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Да, еще кое-что. Иногда нам нужно в некоторых случаях изменить остроту плеча. То есть мы делаем не одинаковый наклон вот здесь и вот здесь, вот, да, а делаем, например, здесь чуть поострее. Например, вверх поднимаем на 2 сантиметра. Но нам все равно всегда нужно следить за тем, чтобы это была четкая линия. Здесь 16, значит, и здесь должно быть 16. Q тоже делаем 16. О! Так. Так. Маечка расположилась еще получше. Хотя 2 сантиметра это было много. Давайте 1. То есть мы изменяем наклон вот этой линии на передней полке. Q 16. Делаем его чуть больше, чуть острее. Соответственно, ну, как бы здесь тоже нужно будет переделать под 90 градусов, но... Ой, что-то не хочется уже этим заниматься. В общем, беру я вот эту часть. Значит, я вместе вот с этим, чтобы не потерять вот это, подвину сюда. Опа. И все. Так, что у меня здесь? Q 14. Так, а здесь 11,5 должно быть. Да. Опа, все. Вот. Давайте попробуем еще аватара поставить. Поставить более эту какую-то расслабленную позу. Такую, больше вот такую вот. И посмотрим, как на нем сейчас Майкл лежит. Ну, практически идеал. Хорошо. Думаю, базовые принципы построения выкроек, почему они вот так вот выглядят, я вам объяснила. Если будут вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я постараюсь на них ответить в следующих видео, либо в своем телеграм-канале, ссылка на который вы найдете в описании. А если видео вам было полезным, а у вас есть еще товарищи, которые занимаются вместе с вами созданием персонажей и одежды к ним, и вы думаете, что это видео может быть и им полезным, пожалуйста, делитесь, не стесняйтесь. Приветствую всех новых зрителей на канале, подписчиков, участников. Всем буду рада. Ну а на сегодня все. Пока.